Вы ко мне? Да, если вы директор. Ну, знаете, у завхоза своих делов не в проворот. Сплошные тараканы. А вы по какому вопросу к Андрею Андреевичу? Я буду преподавать у вас русскую литературу. Вы? Я. Ай-яй-яй-яй. Что такое? Бедная. Почему? Но есть такая весомая женщина, плюнула, как Серафима Васильевна, и перешла в другую школу. Плюнула. Ну, знаете, не так, чтобы буквально на пол, но очень выразительно ушла. Если уж она при своей весомости не выдержала, то вы вообще не удержитесь. Килограмм 60 весите. 59. У вас по весу принимают учителей. Знаете ли, сопротивление материалов. В смысле, ученики наши сопротивляются. Гении, будущие Эйнштейны, как вам поделикатнее сказать, предмет ваш не очень предпочитают. Понятно, понятно. Ну ничего, я намерена удержаться. Прекрасно. Тогда пойдемте в бассейн. Зачем? К директору. О! Вы только посмотрите на эту картину. Гении наши носятся как щуки. А кварку мяч подбросить никто не догадается. Это вашего директора кварком называют? А он у себя в НИИ кварками занимается. Я, конечно, слышала, что ваша школа необычна, но чтобы директор вот так. Ну, с одной стороны, ну, конечно. Директор школы, доктор наук, профессор. Вроде как бы противоестественно с пацанами мяч гонять. А с другой стороны, ему и 40 нет. Вроде рано в старики записываться. Давай, давай, Андрей Андреевич. Давай, милок. Бей позитронцев. Они у меня всю химлабораторию расчехвостили. Андрей Андреевич, нам новая учительница литературы пришла. Идите-ка сюда. Здрасте. Здравствуйте. Понимаете, Серафима Васильевна покинула нас, так сказать, и мы без духовной пищи остались. Здравствуйте. Антонина Сергеевна. Андрей Андреевич, очень приятно. Извините. Что такое? В воду, немедленно в воду. Я директор, и я обязан представиться новому учителю. Я назначаю вам штрафной. Штрафной удар, ворота, кварка. Извините. Это не нарушение, Зиночка, не нарушение. Я директор, и я обязан представиться новому учителю. Нет, это нарушение. Не давите на меня директорской властью. Спорт – это прежде всего бескомпромиссность. Спорт – это прежде всего объективность. По какому случаю мини-педсовет? По случаю взрыва. Неужели мои? Нет, ваши, Игорь Николаевич, слава богу, для подрывных работ не доросли. Степан Федорович, вы меня очень обижаете, недооценивая умственный потенциал 8 А. Они себя очень скоро покажут, уверяю вас. У меня есть Овечкин, Вова. Так. А что, собственно, случилось? Взрыв. Происшедший взрыв. И это ответная реакция на проявленное в опыте ненаучное мышление. Прелестно, прелестно. Вот. И потом. Взрыв это всегда нечто. А если бы произошел несчастный случай? А что касается несчастного случая, дорогая, то от него никто никогда нигде не застрахован. Ах, не застрахован. Ну, хватит. Сбегу я от вас. За чей счет капремонт будем делать? За мой и Семен Семеновича. Прелестно. Ясно. Кто плохо учит, тому приходится и расплачиваться. Я хочу понять, кто эти трое? Кто они? Мыслители? Или элементарные профаны? Ну, уважаемые коллеги, научно, пожалуйста, обоснуйте мне, почему вы взорвали физлабораторию. Ну, я и не предполагал, что может произойти взрыв. А вы? А это тем более. И вы тоже? Почему? Я предполагал возможность взрыва, но старался избежать его. Славкин и Лукин не могли предвидеть взрыв, потому что я поставил перед ними узкие задачи. Сева сделал анализ химических преобразований, Юра математические расчеты. Физический расчет эксперимента сделал я один.
Плохо. Ой, как плохо. Как же вы могли рисковать жизнью товарищей, скрыв от них опасность эксперимента? Я боялся, что они испугаются. Это не оправдание. Руководить экспериментом – это прежде всего всю ответственность брать на себя. Ну, а вы? Вы что же, не знали конечного результата? Ну да, Витька сказал, что когда все получится, вы ахнете. А ну как ахнуло? Так. А что должно было получиться? Металлический водород. Что? С ума сойти можно. Прелестно. Какое невежество. Какое невежество. Решать такую глобальную проблему в школьной лаборатории. Ну, однако для этой лаборатории вы растрясли половину нашего института. Ну-ка, буйные отреки. Ваши расчеты получения металлического водорода. А ты к доске? Начальную идею и конечный результат. Быстро, быстро. Так. Войдите. Можно? Здравствуйте. Слушаю вас. Мы насчет плана. Дело в том, что он нас не устраивает. Прошу. Так, давайте по порядку. Ваш 8А выдвинул идею создать научно-техническое общество. Идея очень хорошая. Ваш президент передал мне план научных исследований. По-моему, план вполне осуществимый. Что вас не устраивает? Все. И планы президента. Ну, план можно усложнить, а вот насчет президента... Президентов избирают из энного количества кандидатов, а вы назначили волевым решением. Ира Шарова, первая ученица 10А. Мне нужны веские доказательства, чтобы ее сместить. С ней элементарно неинтересно и скучно. Ну, коллеги, это скудные обвинения. Она формальная. НТО, в конце концов, простите, НТО это не цирк, президент это не клоун. Она формальный лидер. Ну что ж, это принципиальный довод. Я обещаю вам президентские выборы. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, ну что же. Я думаю пригласить профессора Куликова. Пусть он даст компетентные заключения. Вы свободны? Скажите, пожалуйста, я хотела бы узнать, а сами вы не могли в этом разобраться? Ну, видите ли, разобраться это еще не значит дать компетентные заключения. Металлический водород – это физика твердого тела. Я занимаюсь физикой высоких энергий. Игорь Николаевич элементарными частицами, Олег Павлович у нас математик, Семен Семенович химик чистой воды. Я вообще чистой воды. Вот, ну, Зиночка, наш бывший олимпийский чемпион. Мы знакомы. Антонина Сергеевна, литература. Прелестно. Слушайте, у меня идея. А что, если мы предложим кандидатуру Ковалева в президенты НТО, а? Привет, гений! Можете садиться. Альберт Эйнштейн. Сущность теории относительности. Ну и что ты усек? А он не только усек.
Он еще и на скрипочке играет. Если не сечешь, могу объяснить. В основу теории относительности положены два постулата. Принцип относительности и принцип постоянства скорости света. Вначале производится синхронизация часов, расположенных в точках А и Б. Световой сигнал выходит из точки А в момент времени TA0 и приходит в точку Б в момент времени ТБ. Отражается там и приходит в точку А в момент времени TA1. Запишем условия синхронизма. ТБ равно 1/2 TA0 плюс TA1. Промежуточные выкладки опускаем, переходим сразу к преобразованиям Лоренца. X' равно x минус vt на корень из единицы минус v квадрат на c квадрат. T' равно t минус vx на c квадрат на корень из единицы минус v квадрат на c квадрат. Налицо взаимосвязь пространства и времени, то есть речь идет о едином четырехмерном пространстве. Ну как, не очень сложно? Иди на место, мыслитель. Да, конечно. Геростратом стать проще. Взорвал физлаборатории всей школе известен. Переходим к делу. Я слышал, у вас есть вакантное местечко президента НТО. Педсовет предлагает мою кандидатуру. Краткие биографические данные. Рост 175, вес 60, способности неограниченные. Есть такое понятие – неограниченная ограниченность. Это не про ваши возможности? На мелкие уколы не реагирую, но предупреждаю. На каждое действие всегда найдется равное ему противодействие. Учите, детки, Ньютона. Это которого яблоком по голове шарахнуло? Знаем. А ты бином Ньютона знаешь? Могу объяснить. Слушай, вундеркиндик, а что ты в 8 классе кантуешься? Давай к нам в 10-й. Пишу с ошибками. Никак не нащупаю в грамматике математическую закономерность. А ты стенографируй. Там одни крючки, никаких ошибок не видно. Я смотрел ваш план. Слабенький планчик. Надо другой составить. А что, если в план работы НТО включить всего один пункт? Металлический водород. Я поставлю перед вами узкие задачи. Ну что же, внешне у тебя тут все симпатично. Ну-ка, иди сюда. Спасибо. Но твой принцип распределения узких задач нам не подходит. Может, и в президента не подхожу? Ну, это мы обсудим и решим. Ах так? Ну, тогда я сам отказываюсь, понятно? Я сам не желаю с вами связываться. Осторожно. Здрасте. Да. Вот так. Вот так у нас вышивают президентов. Исследователь металлического водорода профессор Куликов. Профессор Куликов. Ой, извините. Ковалев. Что? А скажите, почему вас интересует именно металлический водород? А если бы меня заинтересовала антисигма минус гиперон, вы бы не удивились? Ну, посмотрим. Ну что же, понятно. Однако, ваш способ наивен, бездоказателен, безграмотен. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, что вы делаете по вечерам? Занимаюсь физикой твердого тела. Результат вы только что оценили. Хорошо острите. Хочет быть похожим на Ландау. В моей лаборатории идут круглосуточные опыты. Могу предложить вам место вечернего лаборанта на полставки. Согласен. Мне нужны деньги. Ковалев, Почему вы хотите казаться не таким, какой вы есть? А я такой.
Мне деньги нужны. Что, не подхожу в лаборанты? Идите, Ковалев, мы посоветуемся и решим. А не надо мне ничего. Я сам отказываюсь, сам. Не надо. Ковалев, вам не кажется, что надо извиниться? Ты что плачешь? Да возьму я его, возьму. Чего ты кипятишься? Прям нервный какой-то тут стал. Занимайся аутогенной тренировкой. Слушай, далась тебе эта школа. Добро бы еще школа была, как там у Йоффе, Ландау или Капицы. А тут так детский сад какой-то развел тут. Что тебе, мало работы в институте, что ли? Слушай, а у вас тут училки интересные есть, а? Перестань. Как ты разговаривал с Ковалевым? Ой, а что? Знаешь что, я тебе так скажу. Я вашим этим педагогическим антимониям не обучен. Я зав. Лаборатории. Извини меня. Зав. Лаб. И все. Ну что? Ну, есть в его рассуждениях, так сказать, нечто. А в целом, так сказать, элементарная хреновина. Ой, да я раньше тебя это заметил. Но Ковалев толковый парень, нельзя рубить с плеча. Так можно отбить всякую охоту к самостоятельному мышлению. Я беру его в свою лабораторию. Этим, по-моему, все сказано. Что ты от меня еще хочешь? Педагогика, дорогой мой. Это вечный поиск. Я, может быть, тоже ищу свой оптимальный вариант. Усек? Знаешь, что я тебе скажу? Мы кончали обычную школу, и ничего вот. Стали докторами. Тьфу-тьфу. А почему-то теперь для всех детей понадобились, видишь ли, спецшколы. Да потому что время бежит вперед. И система передачи готовеньких знаний изжила себя, я в этом убежден. А чем можно заменить? Исследовательский метод улавливай. Исследовательский. Что-то со мной как с глухим разговариваешь. Постановка проблемы. Умение сформулировать гипотезу. Ну? Отстаивание ее истины. И, наконец, защита своего решения перед коллективом всего класса. Знаешь, что я тебе скажу? В общем, заманчиво. Но я своего Сашку пока в твою школу не переведу. Жалко, толковый парень. Да. А, впрочем, он умом-то в маму. В маму, да? Угу. Ну и юмор у тебя тут стал, я тебе скажу, некачественный. И вообще, мне кажется, у тебя тут паленым пахнет, а? А у меня физлабораторию взорвали, не выветрилось. Что ты говоришь? Значит, у тебя тут наука не дремлет? У меня Да. не дремлют. Слушай, Да. так давай заключим с тобой соглашение, а? Я ведь почему твоего Ковалева взял? Да. Мне кажется, что он уже созрел для взрывов. Может, у тебя там кто-нибудь еще дозревает? Ладно. Ты давай, Да. поставляй мне, а? Я тебе составлю список. Иди, Ну, иди, только иди, без иди, фамильярности, надоел, без фамильярности. хватит. Привет, бабуля. Привет. Ну, внучек, встречался с профессором? Угу. Что он тебе сказал? Сказал, что дурак. Знаешь что? За одного битого двух небитых дают. Но он тебе по справедливости отругал. Угу. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот я читаю второй раз, и второй раз слезы лью. У человека жизни совсем не было, одна наука. Что ж ты собираешься вот так же жизнь свою прожить? Чтобы так жизнь прожить, надо быть вторым Норбертом Винером. А я?
Где мама? Но она ведь пошла расписываться. Czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, im dojdziemy. Ну что ты мечешься? Она ведь к нему жить пойдет. У него тоже однокомнатная квартира. Как это к нему? А мы? Мы как же? Ну, мы с тобой здесь останемся. Неужели нам с тобой будет плохо? Я буду за тобой смотреть. Ты будешь учиться. А денег нам хватит. Моя пенсия, твои алименты. А потом, когда ты станешь знаменитым ученым, мы с тобой поедем в город Париж. Никуда мне не хочется, а в Париж тянет. Ну, хоть умри. Внучек, свози меня в Париж. Пожалуйста. Слушай, бабуль, вот сколько я тебя знаю, ты все время в Париж собираешься. Почему? Здрасте. Здрасте. Хотите, я угадаю, как вас зовут? У меня имя очень редкое. Ну, если редкое, это какое? Клава. Клава. А вас как зовут? Я Клава Засекреченный. Как раз вчера дал подписку о неразглашении государственных тайн. Разыгрываете? Нет. Ковалев, голубчик, простите, я абсолютно буквально не сомневался, что вас выберут президентом НТО. Поздравляю. Исключительно замечательно. Поздравляю. Простите. Значит, вы президент? Президент. А что такое НТО? Это такое научно-техническое общество. А из кого оно состоит? Из этих, конечно, академиков. Ковалев! Извините, Клава, к сожалению, наука не ждет. Ковалев! Я тебе свищу, то есть. Мы решили взять тебя в президенты. Знаю, мне Семен Семенович сказал. Сказал, что с испытательным сроком. Тундра. Меня профессор Куликов берет без испытательного срока. Кем? Завлабом. Металлическим водородом заниматься? Нет, исследованием тонких пленок переходных металлов. А как же водород? Водород пробивать надо. Прежде чем составить новый план НТО, давайте немного пофантазируем. Это что, детская игра? Это гимнастика для серого вещества. Тут у вас находится мозг. Его надо тренировать. Сейчас я поставлю перед вами два вопроса. Какие научные открытия вы предвидите в ближайшем будущем? И в чем будет заключаться ваше личное участие в науке? А на сколько лет смотреть вперед? Ну, максимум на 10. Саша Багратион. Я буду заниматься монополием Дирака. Это очень перспективно. Я думаю, что через 10 лет он будет открыт. Это вызовет целую революцию в ускорительной технике. Садись. Катя Шумейко. Меня привлекает исследование элементарных частиц. Садись. Алёша Рябинин. Через 10 лет мы предвидим создание мощных межпланетных кораблей.
А сами лично займемся разработкой новых систем перемещения в пространстве, которые будут качественно отличаться от современных ракетных и даже фотонных двигателей. А кто это мы? Алёша и я. А я думал, ты в нее влюблен. Он в меня влюблен. Я? Ты? Не может быть. Может быть, может быть. Мой папа тоже все открытия сделал с тетей Юлей. А женился на моей маме, потому что она красивая. Ребят, давайте держаться поближе к науке. Вова Овечкин. Я буду теоретиком. У меня есть своя гипотеза. Если материя бесконечна, то элементарные частицы тоже бесконечны. Только вклад каждой из них в структуру другой не одинаков. Рассмотрим, например, электрон. Он обладает определенным зарядом, спином. Короче говоря, на этом примере я хочу... Слушай, Овечкин, тебе, по-моему, в 10 классе тоже делать нечего. Ты топай прямо в Академию наук. Ты чего тут делаешь, Багратион? Дышу, Овечкин, а ты? Тоже. Шел бы ты дышать в другое место. На свидание пришел. С Катей Шумейко. Я? С чего это ты взял? Ну, тогда сам иди дышать в другое место. У меня тут свидание. С Катей. С Катей? И у меня? Слушай, давай идем вместе, раз он так поступает. А чего и так не поступать? Думаешь, она в зеркало не глядится? Не знаешь, что самое красивое в школе? Вон Ленка Бабкова знает, что некрасивая. Так ей и в голову не придет сразу двоим назначить. Ты идешь? Ты куда? На полчаса опоздала, а ты уже подождать не смог. Я одевалась. Такая холодрыга. Ладно, идем. Куда? Там Овечкин сидит. Ну и пусть сидит. Как? Послушай. Я все-таки думаю, что ты праправнук Багратиона. Ты даже на него похож. Я на папу похож. А кто твой папа? У меня нет папы. Он погиб на границе. Мама тоже. Это называется пограничный инцидент. Я живу с дедушкой и бабушкой. Пошли в кино? А как же Овечкин? Из этого Овечкина ничего не получится. Он слишком добрый и мягкий. Вот ты сможешь стать Нобелевским лауреатом? Можно и стать. Только это скоро не будет. Я после школы в солдаты пойду. В какие солдаты? Обыкновенные. Мой дедушка считает, что каждый мужчина должен пройти солдатскую службу. Ну, чтобы каждый был защитником своей страны. А тебе не кажется, что твой дедушка впал в маразм? Окончить физмат-школу и пойти в солдаты. Фантастика. Мой дедушка самый умный, самый добрый. Плюнь ты на нее. Я уже плюнул. Тогда тебе надо стать Нобелевским лауреатом. О,
Делов-то. Здравствуйте, садитесь. Меня зовут Антонина Сергеевна. С сегодняшнего дня я буду преподавать у вас русскую литературу. Кто дежурный? Я. Почему не вытерта доска? Понимаете, Антонина Сергеевна, мы не знали, что у нас будет литература. Алёшка Рябинин принес интеграл, мы никак не можем его взять. Разрешите не стирать. Мы посидим после уроков. Хорошо, разрешаю. Антонина Сергеевна, вы не беспокойтесь. Мы тут все как Юлий и Цезарь. И читаем, и решаем, и слушаем одновременно. Ну, хорошо, если вы все как Юлий и Цезарь, то, пожалуйста, решайте, читайте и слушайте одновременно. Значит, вы разрешаете? Разрешаю. Только так как мне не придется призывать вас к вниманию, то вы уж разрешите мне разговаривать с вами и одновременно смотреть в окно. Сад ты мой, больной и белый, свет ты мой на склоне дня, жест по-детски неумелый, вспоминай меня. Двор и выход в переулок, вечер долгий без огня. Лес не прибран, голый гулок, вспоминай меня. Все неправедные речи, речка полынья, место нашей главной встречи, вспоминай меня. Что за сила мчит нас лихо, в разные стороны гоня, еле слышно, еле тихо, вспоминай меня. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, ли ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. А розовый конь на самом деле существует? Или это абстрактный объект? А вы как думаете? Фантазия все это. Изящная литература. Да ну почему таким тоном? По-моему, фантазия – это не привилегия искусства. В науке тоже существует фантазия. Фантазия в науке – это совсем другое. А что именно? Это... Ну, я вижу, что это довольно сложный вопрос. Может быть, вы подумаете о нем дома и напишите мне ваши мысли. Опять сочинение? Нет, просто я буду считать это знакомством с вами. Можете назвать это не сочинением, а размышлением. Размышление по поводу фантазии в науке. А любите ли вы какие-нибудь стихи? Багратиона. Кто это Багратион? Это я. Вы пишете стихи? Да. Можете прочесть? Багратиоша, давай. Экспромт. Ах, эти интегральные ряды, загадки плоть, гипотеза мечты, как ариадны призрачная нить, вопрос извечный, быть или не быть, закованная функции, упрямая как жизнь, под знаком интеграла трепещет мысль, подвергнут астракизму незыблемый канон, под знаком интеграла рождается закон. Понравилось? Нет. Почему? Но я рада, что вы пишете стихи. Ну, они мне не понравились просто как стихи. Довольно слабые, эпигонские. В общем, даже я думаю, что мысль, которую вы хотели там выразить, гораздо интереснее формы. И потом вообще поэзия – это не зарифмованная мысль. Это особое состояние души. И орел не взмахивал крылами. Звезды жались в ужасе к луне. Если точно розовое пламя, слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа, как домашний подъемный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Вас не должно пугать то, что стихи ваши слабые, вы не профессионал. И еще Гёте просил к назойливости юных дилетантов относиться снисходительно. Он считал, что именно из них в зрелом возрасте получаются настоящие почитатели искусства и его мастеров. Так вот, я надеюсь на это. Я именно для того к вам и пришла, чтобы научить вас понимать большую литературу, любить, знать ее. Чтобы вы поняли, что написать великие стихи – это никак не менее значительно, чем сделать великое открытие в науке. Что это также требует жизни от их создателей. И хотя Анна Андреевна Ахматова написала, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как одуванчик желтый у забора, как лопухи или беда, тем не менее вся ее жизнь – это просто сожжение на огне поэзии. Ты куда? Надо. Перебьешься. У меня свидание НТО. Хочу, не буду. Что опять случилось? Хочет смыться, нам уроки надо делать. Ах ты! Ну, Вовка, ты у меня кончай хальничать. Мы с отцом не посмотрим, что ты гений. Так взгреем, сразу сознательность обретешь. Мишка, Гришка, айда сюда уроки делать. И учебники мои возьмите. Что у тебя? Бассейн с 2 кранами. Делов-то. Сошлось. У тебя что? У меня формула в сокращенном множении не раскладывается. Заклинило где-то. В мозгах у тебя заклинило. А удваивать кто за тебя будет? Тютькин? А мне логарифм вычислить надо. И давай быстрее, меня Олька ждет. Сейчас. Ой, 1 минуточку. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Афанасьевич дома? Да. Вовка, к тебе. Владимир Афанасьевич, ну вот, опять задачка не вытанцовывается. Только умоляю, вы попроще решайте, пожалуйста, а то меня учительница грозится выдвинуть на математическую олимпиаду. Снимай обувь, у нас полы. Ого, сколько книг. Только, пожалуйста, не проси. Мама не разрешает выносить книги из дома. А чего он вздыхает? Старый. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, это Саша Багратион. У него дедушка генерал, папа был офицер, а сам он прапраправнук Багратиона. Как интересно. По-моему, ты даже чем-то похож на Багратиона, а? Я на папу похож. Катенька, может быть, ты сначала попросишь Сашу помочь нам, а потом мы попьем чайку с пирожными. Хорошо. Ну и прекрасно. Понимаешь, мы с мамой решили сменить породу. Док это теперь не модно. Нам надо избавиться от милорда. Видишь, какой он старый. Даже седина появилась. А что, разве собаки сидеют? Конечно, все как у людей. И бессонница, и давление. Всю ночь ходит по квартире и кашляет, как старый дед. Ты его заведи куда-нибудь. Его, конечно, можно было усыпить, но мы с мамой считаем, что это жестоко. Ты меня сюда для этого пригласила? А что, не хочешь, так и скажи. Для меня Вовка Овечкин все сделает. Он в меня влюблен. Дура ты красивая. А где потомок Багратиона? Да врет он все. И ничуть не похож на Багратиона. Однофамилец просто.
Ты? Я. Извините, можно я возьму его себе? Пожалуйста. Вот его паспорт, а вот это его медали. До свидания. До свидания. Мальчик! Мальчик! Ну, пес. Хороший. Я ничего не знал. Вышел в переднюю его покормить, а мне говорят. Вы хотите его забрать? Да, то есть нет. Не беспокойтесь, ему у нас понравится. Да, я вам верю. Я вижу, вы добрый. Вы заметили, категории доброты теперь не в моде, говорят, интеллигентный, энергичный, деловой, даже предприимчивый, но никогда добрый. В некоем столетии, в некоем году Так. вдруг упало яблоко у Ньютона в саду. Да ну! Этот случай физике здорово помог. А как? Испекли из яблока яблочный пирог. Ах, яблочный, ах, этот яблочный, конечно, яблочный пирог. Ах, яблочный, ах, этот яблочный, конечно, яблочный пирог. Был великим физиком муж Мари Кюри. Но активность радия заметила Мари. Муж стоял поблизости, где-то рядом с ней. Ну да. Но такие тонкости женщинам видней. Ах, тонкости, ах, эти тонкости, конечно, Радур! женщин. Сократ! Профессор, доктор наук, Грузия! Тонкости, ах, эти тонкости, конечно, женщинам видней. У Эйнштейна в комнате смотрится вполне рядом с интегралами и скрипка на стене. А у Чарли Чаплина не сооружен, ну, хотя бы маленький синхрофон. Проводить Андрея Андреевича, уезжать на симпозиум международный. Ах, маленький, ах, этот маленький, конечно, синхрофон. Ах, маленький, ах, этот маленький, конечно, синхрофон. Вы знаете, всю жизнь мечтал быть музыкантом, потому что родился в музыкальной семье. Мама пианистка. Дядюшка флейтист. Бабушка в опере пела. Хором. Хоре. 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 Ну, так они спустились с гор. Да, они спустились в гор, дабы прочитать цикл лекций по астрофизике. Вы знаете, мне по ночам снятся эти... Гаммы. Гаммы, понимаете. И дядюшкин ремень, он был военным дирижером. Да. Да нет, вообще очень ровные сочинения. Андрей Андреевич, Оу! прибираться-то можно? Стирай, тетя Маш, стирай. Как вам наша школа? У меня пока самые поверхностные впечатления. У меня было 3 выпуска. И каждый раз я думаю, что больше не встречу таких талантливых учеников. Ну какой же все-таки самый интересный? Да, пожалуй, тот, который будет весной. Один Ковалев чего стоит. Ох, умница, умница, умница. Ну, что касается отношения к моему предмету в вашей школе. Ну, видите, дорогая Антонина Сергеевна, вы пришли к нам из обычной школы, где отношение к каждому предмету равное, а
У нас царство точных наук, понимаете, у нас физмат-школа, мы готовим технарей, понимаете? Но мне-то казалось, что любая школа должна выпускать гармонично развитых людей. Вы знаете, мне иногда ужасно жалко, что вы плохо разбираетесь в физике. Вот здесь остановите, пожалуйста. Так. Благодарю. Антонина Сергеевна, может быть, мы поужинаем вместе, а? Не поняла? Ну что ж тут непонятного? Поужинаем вместе. Всего хорошего. Овечкин, если вы собираетесь взорвать школу, то вы на верном пути. Я хотел как раз наоборот. Ну если наоборот, тогда давайте посидим в лаборатории вместе. Семен Семенович, спасибо, но это невозможно. Я должен сам. Понимаете, это дело моей чести. Cherchez la femme. Конечно, дама. Уи. Прелестно, прелестно. Семен Семенович, извините, но прелестно – это не современная категория. Лучше говорите, ну хотя бы даже хипово. Хипово? Это не для моих лет. Тогда железно. Верум? Вот это то, что надо. Ну, как план? Зарезали? Да. О, леди и джентльмены, рабочий день окончен. Молодая смена пришла. Здрасте. 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 Кстати, вот о смене. Лаборантам зарплату прибавили. Теперь полставки, 70 рублей. Спасибо. Да это не мне спасибо. Это, так сказать, в госмасштабе идет. Ладно. Пошел. Любит наш Баобаб перестраховываться. Чего молчите? Дайте портфель. Расстроился наш Шифуля. Почему? План зарезали, одни пленки остались. И светлая перспектива на будущее. А водород? А водород в первую очередь и полетел. Нужен Баобабу твой водород, как рыбий зонтик. Ему полезный коэффициент подавай. Вот к какому вопросу к Евгению Анисимовичу? По личному. То есть по государственному. По личным вопросам Евгений Анисимович принимает в среду с 16 до 18, а по государственным вы у кого работаете? У Куликова. Вот профессор Куликов и доложит Евгению Анисимовичу ваш государственный вопрос, если сочтет нужным. Товарищ Баобаб, объясните мотивированно, почему вы зарубили металлический водород? Прошу. Садитесь. Значит, меня называют Баобабом. В этом есть нечто такое задубевшее, не так ли? Вы Баобаб в монументальном смысле слова. И в монументальном тоже плохо.
Итак, молодой человек, вас волнует металлический водород. А я его зарубил. Вынужден. У нас нет соответствующей лаборатории, штата, средств. А если изменить профиль нашей лаборатории? А пленки? Пленки же насущная потребность. А металлический водород – это голубая мечта. Можно запараллелить наши исследования. Я готов проводить опыты по ночам. Молодой человек, у вас вся жизнь впереди. Расходуйте экономно свои силы, тогда вы всего достигнете. А мне всего не надо. Мне нужен металлический водород. Его свойства пока плохо изучены, но я убежден, что современной физике их очень не хватает. Извините, я отнял у вас время. Ой, здравствуйте. Здрасте. А я думала, что мы с вами никогда не встретимся или встретимся, когда станем старичками. Между прочим, я не штатный корреспондент «Алого паруса». Последнюю страницу комсомолки читаете? У меня там было 2 заметочки. Я после школы на факультет журналистики собираюсь. Там печатные работы нужны. Вот если бы вы согласились дать мне интервью. Пожалуйста. Ой, а как же быть? Вы же засекреченный. Ничего, мы возьмем псевдоним. Будем считать, что я профессор Калмыков. Угу. У вас есть мечта? Моя голубая мечта – металлический водород. А что вы пожелаете читателям «Алого паруса»? Искать металлический водород. Снегурочка, не колыхай. Это что такое? Это писатель. Писатель. Есенин, С.А. Вижу, что не Пушкин, а С. Антонина Сергеевна приказала повесить. Между прочим, за свой счет приобрела. За невежество, говорит, надо раскошеливаться. Грозилась каждую получку по писателю покупать. О, Кварт приехал. С приездом, Андрей Андреевич. Спасибо. Здрасте. Что новенького было на симпозиуме? Много новенького. Я сделаю сообщение. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Андрюша, дорогой, здравствуй, Андрей Андреевич. с приездом. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что нового на симпозиуме? Много нового, Зиночка. В космосе металломин открыли. Кошмар. Не надо волноваться, не надо. Здравствуйте. С приездом. Антонина Сергеевна, у нас физико-математическая школа имени Ландау, если мне не изменяет память, а не Есенина. Андрей Андреевич, а нельзя Ландау-Есенин? Нельзя. Андрей Андреевич, а вы знаете что? Сегодня Овечкин у Антонины Сергеевны сочинение застенографировал. Да, я поставила ему отлично. А почему вы смеетесь? Что здесь смешного? И почему вы ему поставили отлично? За что? Ну, во-первых, за то, что он мыслитель, а не элементарный профан. Во-вторых, за то, что он нашел логический выход из своей вопиющей неграмотности. В-третьих, это просто остроумно. Железно. Ну, а если он и стенографирует с ошибками? Проверьте, Андрей Андреевич. Это вы дали тему сочинения? Ну, это вне программы. Розовый конь в научном творчестве. Антонина Сергеевна, вы, по-моему, не очень сечете. Чем отличается фантазия в научном творчестве от фантазии в искусстве? Фантазия в искусстве – это голый вымысел, к сожалению, очень часто безответственный. Фантазия в науке – это взгляд в будущее. Это гипотеза, это мечта, основанная на строгих научных фактах. Когда-нибудь человек полетит в другую галактику на корабле из металлического водорода, но никто никогда не сможет проскакать на розовом коне. Железно. Нет, но он ошибается, ваш Овечкин. Он давно уже скачет на розовом коне. За эти штучки, Антонина Сергеевна, в нормальной школе ему бы поставили единицу. Здравствуйте.
Я учительница вашего Володи, хотела посмотреть, как он живет. Он живет хорошо. Проходите. Спасибо. Моцарт. Сальери. Паразит. Сочинять не умеет, а людей травить, пожалуйста. Между прочим, легенда об отравлении Моцарта Сальери не подтверждается фактически. Так что вы напрасно сердитесь. Извините. Вова, Сальери никого не травил. Кто из вас наврал-то? Ты или Пушкин? Это просто Пушкин нафантазировал, не считаясь с реальными фактами. А вы зачем пришли? Если какие претензии к Вовке, так вы скажите, я мигом... Нет. Нет, я просто познакомиться. Ну, хорошо. Спасибо, Володя. Спасибо за чай. Я пошла. Из 4 меня больше всех Вовка беспокоит. А чем же он вас беспокоит? Скажи, кем ты стать собираешься? Скажи. Ну, теоретиком. Слыхали? Да. Профессия, она хороша, когда на каждом углу требуется. Я вот 5 девятиэтажек обслуживаю. Соответственно, получаю, как 2,5 инженера. А на каком углу вы видели, требуется теоретик? Ну, станет он теоретиком, потом у братьев десятки стрелять не будет. За них я спокоен, эти у меня практиками будут. Я из этих акселератов сантехников сделаю. Ну, хорошо, я пошла. До свидания. До свидания. Антонина Сергеевна. Это я хотела подарить тебе, Володя. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания, Антонина Сергеевна. До свидания. Ну, чего там? Что это? Розовый конь. Ну и Мерин. Это не Мерин, это мечта. Мечта, говоришь? А чего же я ничего кроме коня не вижу? Не знаю. Дела. Я тут все с тобой поговорить хочу, Вовка, по душам, понимаешь? О чем? В том вся штуковина, что сам не знаю о чем. Живем под одной крышей, вроде как через улицу. Как там у вас насчет металлического водорода? Глухо. У нас в домоуправлении тоже порядка нет. И вовсе мы не через улицу живем. Андрей Андреевич, можно? Да, пожалуйста. Я вас слушаю. Овечкин. Что-что? Личность. Какая личность? В каком смысле личность? Не спортивная личность. Он игнорирует уроки физкультуры.
Я ему уже 17 двоек поставила. А он говорит, что собирается стать теоретиком, а не футболистом. И на спорт ему наплевать. Может, вы как-нибудь, Андрей Андреевич, своим примером? Как своим примером, Зиночка? Я не понимаю. Я гоняю в футбол, играю в водное поло. Я, в конце концов, со всей школы сдал норму ГТО. Ну что же я... Зиночка, ну вы напрасно так как... Что такое? Вы напрасно так себя как-то унижаете, принижаете. Вы все-таки олимпийский чемпион по гребле, а? Пойдем ужинать. Сейчас. А вообще ты напрасно отказался от алиментов. Мое личное дело. Здравствуйте. 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 Прасковья Павловна, принимайте медок. Ой, спасибо. Ну как вы тут? Ты что-то осунулся с этой работой и учебой? А вы знаете, мне сегодня приснился металлический водород. И он, Сережа, в таких маленьких крупинках содержится даже меньше просим. И сверкает. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к кому? Игнатова здесь живет? Здесь. А вы кто? Красные следопыты. Проходите. Прасковья Павловна, к вам пришли красные следопыты. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Ваша фамилия Игнатова? Да. Зовут Прасковья Павловна? Да. А что? Партизанили? Партизанила, была связной. А что? Награды имеете? Награды имею. Медаль за отвагу. Ну, какая там отвага? Есть еще медаль за победу над Германией. Вот и все награды. Нет, не все. Вас уже более 30 лет французский Серебряный Крест найти не может. Господи. Значит, жив? Французик-то мой. Он на наш лес упал. И вот я его тащу. А он улыбается, чтобы как-то скрыть свою боль. И говорит мне, так плохо по-русски говорит. Говорит, мадам, я приглашаю вас в Париж. Бабуля, Паша, я отвезу тебя в Париж. Господа, я получил пренеприятное известие, к нам едет ревизор. Мадам из столичной газеты. Я срочно улетучиваюсь в институт. Если будет спрашивать меня, скажете, заболел черной оспой. В нормальной школе это бы вызвало хотя бы небольшой переполох. Как встретить, кому на урок направить? Ну, если она не крокодил, то я думаю, что мы уж как-нибудь сумеем ее встретить. А? Шашлык надо. А если она будет прекрасной блондинкой? А я и есть блондинка. Здравствуйте. Разрешите представиться? Спецкор Ивакина. Прошу. Разрешите пригласить вас на урок? И на мой факультатив тоже. Проходите. Учитывая мои седины заслуги, и на мой железно. Скажите, пожалуйста, у вас в газете все такие? Естественно. Я бы хотела видеть директора. Здесь директор? Где? Я директор. Шутит он. Директор наш заболел черной оспой, да. Зоя? Сыпью. Ой, привет. Кто бы мог подумать? Здравствуй. Счастливо. До свидания. У меня окно. Посидим? Посидим.
Ну, как живешь? Отлично. Мой Вакин, я теперь Вакина. Доктор педагогических наук. Не то что Борька. С Борькой мы разошлись через 2 года. Художником он так и не стал. А какого розового коня он тебе подарил? Хранишь? Ну, а ты как живешь? Работаю. Как всегда. Ну, по сравнению с другими школами, у вас тут мужское царство. Скорее, научное общество. А ты по какому делу? Наша газета собирается развернуть дискуссию, посвященную проблемам школы будущего. Мой Вакин уже корпит над острополемической статьей. Ну, а я, после знакомства с вашей школой, напишу очерк. Что-нибудь посоветуешь? Ты знаешь, я ведь здесь недавно, но очень интересно. Я вообще думаю, что нам нужны специализированные школы. Ты слышала что-нибудь о металлическом водороде? Нет. А что? Это сейчас одна из мировых проблем. Наш 10-классник дерзнул ее разрешить. Лаборатория не выдержала. Лабораторки все сделали? Все! Тетради на стол. Быстро. Скоренько. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Итак, тема сегодняшнего урока антинаучная. А может, не стоит тратить на нее время? Наполеон сказал, что тратить время попусту преступно. Овечкин, не учи меня жить. Физики и так достаточно тягомотины. Это вам, братцы, не театр. Да, кстати, в субботу всем классом идем на спектакль «Обратный счет». Это об Эйнштейне. Ура! Ура! Я буду с девушкой, так что прошу не высказывать своих субъективных соображений, как было в прошлый раз, насчет моего личного вкуса. Потому что, как известно, на вкус и цвет, братцы. Товарищей нет. Вот именно. Итак, перед вами схема вечного двигателя, или перпетум мобиле. Попытки создания вечного двигателя предпринимались малосведущими изобретателями еще в XIII веке. В 1775 году Французская академия наук, буквально заваленная проектами вечных двигателей, издает специальный указ о нерассмотрении подобных проектов ввиду их полнейшей нелепости. Но вот уже спустя более чем 200 лет приходится признать, что мысль о создании вечного двигателя тоже является вечной. Разумеется, Овечкин, я не стал бы, как Наполеон, тратить время без пользы, если бы меня не пугала ваша буйная изобретательность. Итак, перед вами схема вечного двигателя. По-моему, все ясно здесь. Это магнит, наклонная плоскость, желоб, отверстие, железный шарик. Ну, дальше все понятно. Итак, класс делится на 2 части. Одни изобретатели вечного двигателя, другие технические эксперты. Задача экспертов – завалить изобретателей. Тихо! 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 Цель урока – самостоятельно сформулированное вами научное обоснование принципиальной невозможности осуществления вечного двигателя. А я что-то сомневаюсь насчет принципиальной неосуществимости. Взять, например, круговорот в природе. Тоже по принципу вечного движения. Материал подводит. На солярке вечный двигатель не запустить. Вот если представить себе плазменный двигатель. Овечкин, голова у тебя светлая, как солнце. Только и на солнце есть пятна. Давай к доске. И необходимо исследовать силу. В этом случае мы что имеем? Мы имеем Хорошо, с этим я интеграл от расстояния между магнитами. Нет. Нет, мы должны не только доказать, что это равно. от расстояния магнитов, между магнитами. Ну, а мы здесь счет магнитов играет роль. По-моему, они сейчас изобретут вечный двигатель. Только этого мне не хватало. И получим, значит, расстояние большого магнита на наш маленький Получим? шарик. Да, мы должны получить расстояние и массы большого магнита. Значит, когда у нас... Андрей Андреевич, вот решить представить директор школы Андрей Андреевич. Ах, это вы, больный черной оспой. Очень приятно познакомиться. Я вижу, у вас в школе очень весело. Да, у нас
Мы считаем, что учение должно приносить радость. Да. А вы что, приехали пощипать нам перья? Ну что вы, я женщина слабая. Ну, для этого силы не требуется, для этого важно умение. Ну а что еще у вас есть занятного в школе? Ну, может, факультатив по... Факультатив по литературе. Да. Прошу вас. Пожалуйста. Личный продукт научно-технической революции. Наташа Ростова не смог бы влюбиться. Бедную Лизу мне не жаль. Вам, Славкин, совершенно не обязательно влюбляться в Наташу Ростову. Можете спокойно влюбляться в кого-нибудь другого. А что касается того, жалеть или не жалеть бедную Лизу... А вам ее жаль? Ну, с одной стороны... Вот видите, уже с одной стороны. Антонина Сергеевна, вы прочитайте, пожалуйста, теорию преобразования Дирака или теорию двухкомпонентного нейтрина Ландау. Вот где и совершенство композиции, и драма идей. Хорошо, я почитаю. И вообще, разве можно сравнивать Эйнштейна с Толстым или Ландау с Достоевским? Нам, физикам, писатели ничего не дают. Ну, это вам, может быть, не дают. Эйнштейн говорил, Достоевский дает мне гораздо больше, чем любой ученый. Он вызывает во мне этический порыв такой непреодолимой силы, какой возникает только от истинного произведения искусства. Кстати, он любил и Толстого, и Сервантеса, и Моцарта. У меня Овечкин Вова тоже, между прочим, любит Моцарта. Значит так. Как мы с вами поступим? Вы сделаете мне к следующему понедельнику сравнительный анализ «Белых ночей» Достоевского с двухкомпонентным нейтрино Ландау. Я правильно назвала? А что, в этом парадоксе есть свое рациональное зерно? Как вы считаете? Ковалев, вы так и не сдали мне сочинение по Маяковскому. Может быть, ответите устно? Видите ли, Антонина Сергеевна, дело в том, что я предпочитаю Маяковскому Шекспира. Извините. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напрасленно страшнее обличение. И гибнет радость, коли ее судить должно не наше, а чужое мнение. А Маяковский – железобетонный дядя. Это неправда. Слушайте ж, все, чем владеет моя душа, а ее богатство, пойдите смерти ей, великолепие, что в вечность украсит мой шаг, в самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вече. Все это хотите? Сейчас отдам за одно только слово, ласковое, человечье. Да. Да, пожалуйста. Игорь Николаевич, очередной женский голос. Благодарю. Да? Верочка, здрасте. Да. Нет, Верочка. Спасибо за поздравления. Вот именно по случаю дня рождения Ландау. Да? Да. Я и задержусь. Намечается а-ля фуршетик. Семен Семенович принес бутылку шампанского, я достал птичье молоко, так что... Верочка, ради бога, не ревнуйте. У нас не дамы, а недоразумение. Да. Здравствуйте. Верочка, извините, меня срочно вызывают на педсовет. Зиночка, это вы? Я. А я сразу догадался, что вы папа Кати Шумейко. Она иногда у нас бывает. Прекрасная девочка. Открою вам тайну. Мой внук влюблен в вашу Катю. Да. Так что еще, может, породнимся? Вот этого не надо. Вот этого.
Не надо. Клава! Здравствуйте. Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Ну, в общем, мы с Зинаидой Ивановной, Зиночкой, Зинаидой Ивановной решили... Ой! Андрей Андреевич, что же это такое? На амбарный замок закрыл химлабораторию, а он все-таки просочился. Науку на замок не закроете. Что? Ну, знаете. Науку что рассказал? Науку на замок не закроете. Хорошо сказал. Умойся и ко мне в кабинет. Я спрашиваю, за чей счет ремонт делать будем? За мой. Ой. Что? Я говорю, ой. Ой, говорю. Ой-ой-ой. Можно? Андрей Андреевич, скажите, а масса покоя сохраняется? При малых скоростях да, при больших нет. А может и энергия при малых ускорениях сохраняется, а при больших нет? Овечкин, ну неужели тебе не известно, что французская академия с 1775 года не рассматривает эту галиматью, связанную с изобретением вечного двигателя? А в 1965 году Ландау сказал, что не так страшна ошибка, как опасно последующее заблуждение. Вот я и думаю, что с 1775 года французская академия пребывает в опасном заблуждении. Да? Ну тогда рисуй.